Добрый день, мои хорошие! Вы на канале у Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И снова у меня на канале полюбившийся французский бренд Сезанн и изящная французская кофточка, я бы так сказала, в японском ажуре, потому что связан этот брендовый, скажем так, кардиганчик, именно японским узором Хитоми Шида. Я обнаружила ее в ее книге «260 узоров». Несказанно удивилась и порадовалась. То есть наша гениальная Хитоми Шида вдохновляет своими узорами весь мир. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. И, конечно же, у нас в России тоже ее узоры любят и активно используют вязальщицы всех рангов. И начинающие, и опытные мастерицы. Конечно, ее узоры довольно сложные, но красота, как говорится, требует жертв. Мои хорошие, сегодня я сделаю мастер-класс по вязанию вот этого кардигана. Регланом рукав у него выполнен. Я предлагаю вам в описании два варианта, да, то есть регланные вот эти линии либо мы вяжем, либо просто спущенный рукавчик. Это связано с тем, что очень сложно делать убавочки по узору, да, для начинающих девочек. Как бы, да даже для среднего уровня тоже сложно вот эти вот убавочки делать и сочетать при этом узор, да? Поэтому, мои хорошие, два варианта вам предлагаю. Как всегда, в моем мастер-классе будет выбор пряжи. Пряжу вам предлагаю шикарнейшую, шелк и шерсть мериноса. Затем выкройка. Затем мы вяжем с вами образец, разбираем схему узора, естественно, расчет плотности и мое подробное описание по вязанию, то есть моя инструкция, разработанная мною лично, по вязанию вот такого, я бы ее назвала французская кофточка, она у нас сейчас как бы везде называется, да. В общем, девочки, давайте начнем с выбора пряжи. Для вязания этого красивого кардигана я выбрала пряжу Yarn Art Silk Royal. Турецкая пряжа в 50 грамм, 140 метров. И состав у нее 35% шелка, 65% шерсти мериноса. И шелк этот вискозный считается. Цвет 445. Ну, Турция. Куча вот таких рекомендаций здесь. Ниточка средней скруточки. Очень красивая ниточка. Немножечко она дает блеск. Ну, за счет того, что все-таки шелковая такая присутствует основа. Ну и то, что она очень мягкая, это ничего не сказать, да? Она идеально мягкая к телу и очень красиво смотрит. Но тут, конечно, не обошлось без книги Хитоми Шида. Узор-то оказался из ее книги, это ее узорчик. И вот эти клубнички знаменитые французы полюбили. Я смотрю, они у них очень частенько присутствуют в их изделиях вязаных. В общем, Сезанн, как всегда, на высоте и выбирает самое лучшее. Все-таки давайте последуем за их дизайнерской мыслью и тоже будем создавать такие красивые вещи по их мотивам, да. Узор красивый. В общем, замечательный узорчик. Очень красивый. Хитоми Шида это вообще замечательная, гениальная женщина. У нее каждый узор шедевр. Я смотрю и думаю,
Вот бы каждым узором какую-нибудь модель разработать и связать, да, наверное, жизни не хватит. Там столько этих узоров, один краше другого. Так, мои хорошие, я использовала спицы 3,5 для вязания. И, в общем-то, давайте сейчас я вам покажу схемочку, выкройку. У меня несколько вариантов по моделированию этой кофточки французской, кардиганчика. Схема узора выглядит из книги вот таким образом. Нас будет интересовать раппорт узора, соответственно. Вот я его выделила красным, да. Значит, раппорт узора у нас с вами будет включать 19 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Ну, я бы так сказала, что половину узора придется поднапрячься и быть очень внимательными, поскольку у нас и в лицевых, и в изнаночных рядах нужно соблюдать узорчик. Начинаем, получается, с 13 ряда у нас будут вязаться только лицевые ряды, а изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Вот таким образом построен узор. Поэтому, я бы так сказала, он в средней степени сложности. Условное обозначение у нас, ну, кружочек накид, пустая клеточка, лицевая петля, да, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такой значок – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вот такой значок противоположный, зеркальный – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Если мы смотрим изнаночный ряд, вот, например, 10-й изнаночный ряд четный, да, то смотрите, здесь мы провязываем, вот этот знак обозначает 2 вместе изнаночный за передние стенки, а вот этот знак обозначает 2 вместе изнаночный за задние стеночки. Вот таким образом распределяется у нас узорчик. Так, теперь по выкройке. Значит, у меня будет 2 варианта вам выкройки. Смотрите, значит, первый вариант реглан, да, вернее, даже так, первый вариант пусть вот этим красным выделен, спущенный рукав, обычный, очень простая выкройка. И, знаете, девочки, в общем-то, смотрится не хуже, чем реглан. Ну, просто мы как бы хотим сделать копию нашего известного бренда, а там именно реглан используется, да, поэтому как бы я вот описание пыталась составить для реглана. Так, а так-то, в принципе, вот такая кофточка со спущенным рукавчиком или даже, может, классический какой-то вариант. Ну, в общем, самый простой вариант – это спущенный рукавчик, мои хорошие. Можете сделать какую-нибудь такую небольшую квадратную проймочку, тоже как вариант. Так, в общем, здесь можно связать и реглан сверху, и реглан снизу. У меня будет реглан снизу. Вот, здесь также будет несколько вариантов, да, то есть либо мы отдельно вяжем, вот я в описании, например, даю отдельно. Значит, начинаем мы вязать спинку и полочки единым полотном на круговых спицах, затем доходим до регланных линий, разделяем вязание, отдельно вяжем спинку и полочки, да, и реглан я выполняю по спинке и полочкам, и отдельно вяжу рукав, и там тоже реглан, а потом все это дело сшивается. Это в моем описании. Но можно ведь связать и таким образом, что у нас будет с вами, значит, вязаться тоже единым полотном, да, то есть петельки мы собираем на все петельки оставшиеся, значит, одновременно, то есть рукавчик присоединяем к нашим спинке и к нашим петелькам по полочкам. И, в общем-то, тоже также единым полотном вяжем регланные вот эти линии. Поэтому, мои хорошие, здесь вариантов множество. Кто к чему готов, тот так и делает. Пожалуйста, ваша фантазия, ваши знания применяйте на всю катушку. Все, вы будете молодцы, да? Молодцы. Так. Вот смотрите, первый размерчик у нас идет на 42-44, второй размерчик на 46-48 и вот этот размер на 50-52, третий. В описании тоже боялась очень запутаться в этих размерах, мои хорошие. Если найдете у меня какие-то там ошибки, не гневайтесь, просто пересчитайте молча по-своему, и все.
Мои хорошие, открываю я вам описание свое. Вот такое описание. Сейчас я его увеличу. Ой, это я уж слишком увеличила. Так, размер у нас российский. Это я уже все перечислила. Пряжу вы уже посмотрели. Расход пряжи 500-600 грамм приблизительно. Длинные круговые спицы нам очень сильно понадобятся. Пуговицы. Плотность вязания определяем после того, как свяжем образец. Так, и описание вязания у меня будет под видео. Там все сами посмотрите. Как расположить узоры я объясняю после того, как свяжем образец и определим плотность, да, откуда у нас берутся вот эти петли. Я вам подробно расскажу вам, да, откуда они берутся. Почему именно таким образом я применяю, как я применяю плотность, тоже рассказываю. Пожалуйста, воспользуйтесь моей информацией, кому интересно. И вот я говорю про то, что после того, как мы с вами разделим отдельно спинку и полочки, у нас с вами два варианта я пишу. Да, легкий способ – это спущенный рукав, сложный способ – рукав-реглан. Ну и у рукава-реглана тоже два способа. Да? Рукав-реглан, даже три способа, если сверху вязать. Мои хорошие, не буду повторяться. Так, все это я вам все это показываю, не буду зачитывать, естественно, да. Затем у нас с вами планка, поднимаем планочку, она отдельно вяжется. И, в общем, все вот здесь в описании почитайте. Итак, мы будем вязать с вами этот узор по книге Хитоми Шида. Это ее узорчик, она его разработала. Узор у нас будет 150-й. Вот этот. И вот, соответственно, его схема. Ну, естественно, значит, книжечка выглядит вот таким образом. Большая книга японских узоров Хитоми Шида. 260 необычных схем для вязания спицами. Я, конечно же, увеличила эту схему, и выглядит она вот таким образом. И я уже связала один раппорт узора. Попробовала, так сказать, потренировалась. Поэтому мы будем сейчас с вами вязать второй раппорт узора. И само по себе будет нам полезно это, да, потренироваться. И, конечно же, это необходимо для определения плотности вязания. Для образца я набрала 42 петли. И у меня два раппорта здесь. Если для вас, девочки, это не актуально, ну, можно ведь и один связать. Это я для наглядности. Давайте будем вязать с вами один раппорт, чтобы видео у нас не было очень слишком долгим, да? Один узор, один раппорт составляет у нас 19 петель, набираем. 2 петли для симметрии будут у нас справа добавляться, вот эти 2 изнаночные, и 2 кромочные. Итого набираете, вы набираете, так, 19 плюс 2 для симметрии и 2 кромочные. 19 плюс 4, 23 петли. Для образца мы набираем. И начинаем вязать. У нас с вами первый ряд. Для симметрии мы набрали 2 петли справа и вяжем 2 изнаночные. Их нет по схеме, но они присутствуют в нашем узоре, чтобы раппорт смотрелся симметрично. Так, второй ряд. Следующий делаем. Начинаем раппорт. Накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой, с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная, снова 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому у меня правая первая петля за работой, вторая перед работой. Я их меняю местами и провязываю как 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
Дальше вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 изнаночные. Все, раппорт провязали. Вяжем с вами второй ряд. И смотрите, схема у нас читается слева направо, то есть вот так наоборот. Петли будем переворачивать, поскольку это у нас на лицо как узор выглядит, да, то есть лицевые, вот эта пустая клеточка. А на самом деле вместо лицевой в изнаночном провязываем изнаночную петлю. Если вы вяжете круговыми рядами, то, конечно, для вас эта схема прям-таки очень удобная. А вот я сейчас поворотными вяжу, и мне вот так приходится. Но не факт. Значит, давайте вяжем первые 2 лицевые, дальше вяжем изнаночная, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 2 изнаночные, лицевая, снова 2 изнаночные, дальше 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, дальше идут 3 изнаночные, накид, изнаночная и для симметрии 2 лицевые. Все, провязали второй ряд. Третий ряд. 2 изнаночные для симметрии. Начинаем раппорт. Значит, вяжем 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 петельки, меняю ее местами, вторая поверх первой, провязала 2 вместе лицевой. Дальше идут 3 лицевые, накид и 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязали раппорт. Четвертый ряд. Вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, лицевая и 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Дальше идут 3 изнаночные, накид и еще 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 2 лицевые для симметрии. Провязали. Пятый ряд. Вяжем 2 изнаночные для симметрии, раппорт. Начинаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняем петельки местами. Дальше идут опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 2 изнаночные. Провязали раппорт. Вяжем 6-й ряд. Так, у нас идут с вами 2 лицевые, начинается узорчик, да? Вяжем 1 изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночных за заднюю стеночку. Дальше идут 3 изнаночные, накид, изнаночная
и 2 лицевые для симметрии. Провязали раппорт. 7 ряд раппорта. Вяжем первые 2 изнаночные для симметрии, начинаем узор. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Провязали раппорт. У нас с вами 8 ряд. Вяжем, схему читаем, не забываем, слева направо, да, и у нас первые 2 лицевые для симметрии, начинается узор. Так, 3 изнаночные. Ой, девочки, тут вот не для симметрии. Первые 2 лицевые, они входят в узор. Дальше тут 3 изнаночные, накид, 3 изнаночные. Затем идут 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, лицевая, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Дальше идут 3 изнаночные, накид, 3 изнаночные. И вот теперь 2 лицевые для симметрии. Провязали 8 ряд. Так, у нас с вами 9 ряд вяжем. 2 изнаночные для симметрии, начинаем раппорт. Накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные. Провязали 9 ряд. У нас с вами 10 ряд. Вяжем первые 2 у нас лицевые, изнаночная, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 3 изнаночные, накид, изнаночная и 2 лицевые для симметрии. Провязали раппорт. 11 ряд. В 11 ряду вяжем первые 2 изнаночные для симметрии, начинаем раппорт. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Провязали 11 ряд. Так, у нас с вами 12 ряд, и мы будем вязать его, это изнаночный ряд. Вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные, делаем накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, лицевая и 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку,
3 изнаночные, накид, 3 изнаночные. И для симметрии 2 лицевые. Связали с вами 12 ряд. 13 у нас с вами ряд по схеме. Вяжем. Значит, у нас первые 2 изнаночные для симметрии. Начинаем узор. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки я меняю местами. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. Связали 13 ряд раппорта. Смотрите, девочки, сейчас на этом этапе наш узор в изнаночных рядах будет вязаться как все петли изнаночные, абсолютно все. То есть все изнаночные четные ряды 14, 16, 18, 20, 22 и 24 ряды до конца раппорта вяжутся исключительно изнаночными, и я их показывать больше не стану. Буду показывать только лицевые нечетные ряды. И мы начинаем с вами вязать наш раппорт. Первые 2 изнаночные для симметрии. Далее идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые оставшиеся. 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. Связали с вами 15 ряд. Не забываем, что изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли, накиды изнаночные провязываем. Так, мои хорошие, у нас с вами вяжется сейчас 17 ряд. 17 ряд раппорта. Вяжем, начинаем его с 2 изнаночных для симметрии. И сам раппорт. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и 2 изнаночные. Связали раппорт. 19 ряд. Вяжем по схеме. Первые 2 изнаночные для симметрии и наш узор. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные. Связали раппорт 19 ряда. 21 ряд. Первые 2 у нас идут изнаночные для симметрии. Начинаем узор. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные. Связали первый раппорт. 23 ряд вяжем. Так, у нас первые 2 изнаночные идут для симметрии. Начинаем вязать узор. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, связали раппорт в 23 ряду. И 24 ряд вяжем, как смотрят петли, накиды изнаночные. Теперь раппорт узора будет повторяться с первого ряда, и мы делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. Так, очень он у нас стал мягеньким, таким податливеньким. Пусть он вот так естественно у нас как лежит, так и сохнет. Будем потом, когда он высохнет, померим с вами его ширину. Так, а теперь меня интересует ширина образца. Когда у нас все высохло, линеечкой мы будем мерить. И смотрите, какая особенность-то. Узор рельефный, причем он у нас вот такой волнистый сбоку. У него есть вот эта клубничка, которая имеет широкую такую часть, да, и есть вот этот вот листики, и они у нас имеют такую узкую часть. Я буду мерить по узкой части. Вкладываем линеечку и меряем. У меня 22 сантиметра. Я уже это мерила. Мы набирали с вами, я набирала 42 петли. Поделю я их на 22 сантиметра. У меня получается плотность 1,9 в 1 сантиметре. Записываем. В 1 сантиметре 1,9 петель. Вот таким образом. Теперь нас интересует вертикальная плотность. У меня связано здесь 2 раппорта по 24 ряда, 48 рядов, и меряем. Здесь-то уже у нас вот такой волнистый край. Будем брать среднее арифметическое. Ну, конечно, по логике вещей будем брать широкую, вот эту длинную часть. Но давайте все-таки среднее арифметическое, поскольку там резинка идет и все такое прочее, все это выравнивается. Так, 20 сантиметров у меня получается в широкой части и 19 в узкой. И получаем 19,5 берем. И смотрите, 48 рядов поделить на 19,5 сантиметра. В высоту получаем плотность 2,46.
Но это, в общем-то, 2,5, согласитесь. Запишем в 1 сантиметре 2,5 ряда. Это очень нам понадобится при составлении описания по выкройке. Сейчас моя задача правильно распределить узоры, рассчитать петельки и попробовать все это донести до вас, мои хорошие, рассказать, как я рассчитываю, составляю описание. Так, мои хорошие, выкройка здесь довольно сложная. Здесь очень много убавочек у нас с вами будет. Я вам расскажу общий принцип вязания. Да? Смотрите, начинаем. Я так посмотрела, и, в общем, нам лучше на круговых спицах начать сразу спинку и полочки объединить, иначе у нас некрасиво будут располагаться раппорты узора. Вот. Затем изделие сложное, поскольку у нас в узоре нужно будет соблюдать еще к тому же количество вот этих накидов, да, схема-то сами видели какая, да? Сочетать вот эти вот накиды, 2 вместе, да, следить за этим придется. В общем, мои хорошие, если реглан вам покажется сложным, сделайте спущенный рукав. Это не будет очень противоречить французской кофточке, да? Потому что, честно вам скажу, сочетать вот этот ажурный узор и вот эти регланные убавки, все эти скосы, довольно сложно. Поэтому, пожалуйста, послушайте меня. Если у вас недостаточно опыта, сделайте просто спущенный рукав, да? То есть вот так это будет выглядеть у вас. Все, просто вяжьте до конца. Вот это вот вырез горловины V-образный не доставит вам особого сложности, потому что я там описываю, как скос посчитать, я вам даже расскажу. А сейчас про общий набор петель. Как я пришла, значит, вот к этим цифрам. Для первого размера 175 петель, для второго 194 петли и для третьего 213 петель. Смотрите, мои хорошие, вот у нас выкройка с вами. 2 сантиметра у нас идут на планочку. 2 сантиметра, да? То есть мы их вычитаем. Планочка отдельно будет затем привязываться. Поэтому общая ширина спинки для маленького размера 49, для большого 53 и для очень большого 57. И, соответственно, с нашей плотностью мы это все дело связываем. 49 я умножаю на 1,9 плотность, получаю 93 петли, да? Так, дальше. Для 53 сантиметра на 1,9 я получаю 100 петель, да? И для 57 умножить на 1,9 я получаю 108 петель. Так, теперь по полочкам. По полочкам, мои хорошие, то же самое я делала с полочками. Вот эти размеры умножала на плотность, да, и получала количество петель. Затем я все это дело сложила. И в итоге у меня получились вот такое количество. Вот, значит, 178 петель, 194, 209 петель по моим расчетам. Но эти петли нам не совсем подходят, потому что требует уточнения узор. Да? У нас раппорт 19 петель. Смотрите, вот я 178 поделю на 19 петель, чтобы соблюдать этот раппорт. У меня вот 9 полных раппортов. Вот я из этого исходила. 9 полных раппортов на 19. 171. Плюс 2 петли мы всегда добавляли для симметрии. Плюс 2 кромочные. Да? Итого 175 петель. Вот мы с вами потеряли 3 петли. Ничего страшного. Планочкой компенсируйте вот этой. Так. Дальше.
не буду вас загружать лишней информацией. Аналогичным образом я поступила с другими размерами. У меня получилось, значит, 10 раппортов на средний размер и 11 раппортов на большой размер. Итого у меня получились вот такие конечные цифры. Везде я прибавлял 2 петли для симметрии, количество раппортов и 2 петли кромочные. И вот такие цифры у меня получилось. Значит, мы вяжем все в круговую. И на высоте 39,5 сантиметров в рядах, обязательно это измеряем, у нас с вами 39,5 умножить на нашу плотность по вертикали 2,5, это будет 98 рядов. И вот на высоте 98 рядов мы будем с вами отдельно вязать спинку, отдельно полочки. Вот к чему я все это клоню. И про все это, про все эти сложности я вам сейчас рассказывать не стану. Это будет в описании. Обязательно корректируйте размеры и составляйте индивидуальное описание, мои хорошие. Регланные скосы я там посчитала. Вот у меня получились количество петель, которые... Ну, это очень долго рассказывать. Целое видео нужно на это, целый час, чтобы все вам это объяснить. Да еще на 6 размеров. Тяжело. Не буду я это загружать в видео. Все эта информация будет у вас описание. И вы все узнаете, все разузнаете. И, в общем, все у вас готовое будет. Ну, а тех, которые, девочки, смогут связать узор, но вот эти все убавочки в данном узоре вот очень сложны, я вам рекомендую спущенный рукавчик, девочки, вязать. И выкройка у вас тоже, соответственно, будет довязывать там до какой-то высоты определенной, да, то есть вот это 22 должна быть у вас вот здесь 22, а высоту вы померяете. Вот и все. Никаких сложностей здесь нет. Вот это сложное изделие, я вот не уверена, что будет много желающих связать вот это все, потому что действительно мастериц опытных мало, а девочек, которые хотят связать этот джемпер, но вот эти регланные всякие убавки будут для них сложны, сочетать регланную убавку и узор, это нужно очень хороший, большой опыт обладать. Поэтому, мои хорошие, давайте-ка вяжите-ка вы просто спущенный рукавчик. Так, ну и на этом, собственно, все. По рукаву я также использовала плотность. Единственное, только, смотрите, там такая идет декоративная резиночка. Я вам дам ссылочку на... Девочка разработала, девочка из Яндекс.Дзен разработала, как ее вязать. Я вам дам ссылочку на ее канал в Яндекс.Дзен, и вы сможете связать эту декоративную резиночку, кто захочет. Вот я в своем мастер-классе использую резиночку 1 на 1 в описании. Потом, смотрите, высота резиночки не соответствует выкройке, да, там она значительно выше, прям чуть ли не 10 сантиметров, мои хорошие. Вот здесь вот тоже учтите это. То есть я вам предлагаю просто эту выкройку как для примера, да. Ну, это выкройка обычная, стандартная, с регланным снизу, вот. И, в общем, вариант, когда вы вяжете рукав, объединяете вместе с всем остальным полотном, тоже приемлем, да, то есть вяжешь отдельный рукав, доходите вот до этих регланных скосов и вместе с полочкой одновременно вяжете эти вот скосы, да. Такой вариант тоже приемлем. Здесь вообще огромное количество вариантов. Моя задача была показать вам вот этот красивый узор, да, на основе которой была выполнена вот эта дизайнерская вещь, донести до вас эту информацию. Ну а уж какими способами вы будете вязать, тут видите масса вариантов. Я с вами на этом, значит, завершаю мастер-класс. Желаю вам удачи, до новых встреч и всего хорошего.